Ребята, всем привет! В данном видео я покажу вам процесс линьки самочки мексиканского красноколенного паука-птицееда Брахипельма хамори, бывшей Смити, по кличке Няша. Я расскажу немного интересной предыстории, поэтому не перематывай. Начнем с того, что я очень переживал, как пройдет линька этой особи и будет ли она вообще. И сейчас расскажу почему. Приобрел я данного паучка на одной известной платформе по продаже всеразличных товаров. Называть я ее не буду, думаю, так все поняли, о какой платформе идет речь. Итак, какие были вводные данные? Взрослая самка, примерно 10 с лишним лет. А последняя линька была аж 3 года назад. Ничего себе, подумал я тогда. Приехав за паучком, я точно понял, что паука нужно забирать и спасать. Условия содержания были ужасающие. Вот фото. К сожалению, видео я тогда не снял, а надо было. Фото, конечно, всего кошмара не передает. Стенки террариума были очень сильно загрязнены. Но самый ужас был внутри терра. Куча мертвой гниющей саранчи вперемешку с ползающей живой. Плесень вперемешку с паутиной и запах. Ах, какой был запах, ребята! У паучка было счесано все брюшко. Еще бы, жить в таком стрессе. Я бы тоже не решился линять 3 года в таких условиях, подумал я тогда. К слову, у паука были лысыми даже кончики лапок, и он был не способен лазать по стенкам, как все птицееды. Задав вопрос, как же так получилось, мне все стало ясно. За паучком сына ухаживала мама. Сам хозяин паука сменил место жительства, оставив питомца маме. Но вы понимаете, представьте вашу маму, которой оставили такого экзотического питомца. Надо заметить, женщина была очень добрая и хорошая, и искренне переживала за судьбу Няши. Вот только она ее боялась. В террариум не лезла, а только закидывала насекомых, которые благополучно гибли естественной смертью и разлагались в террариуме, создавая незабываемые ароматы. В общем-то, так и началась история спасения Няши. К слову, террариум я отмывал щетками и всеразличными средствами несколько часов кряду. Напомню, так было, а так стало. Далее я стал выхаживать паучка и ждать линьки, так как экзоскелет Няши был крайне изношен. Аппетит у нее был так себе, что для цветных брах, да еще в таком возрасте, в принципе норма, поэтому я сильно не переживал. Да и к тому же брюшко паука не выглядело истощенным. Ожидание же заняло 7 долгих месяцев, что практически почти 4 года с момента последней линьки. Я уже даже, если честно, начал терять надежду. И вот, наконец, лысое пятно на брюшке начало темнеть. Моей радости не было предела. Я поднял влажность в терре на период линьки и стал ждать. День X. Няша сплела коврик для линьки и улеглась на него, не перевернувшись на спину, как это делают все остальные мои пауки, а так и осталась лежать на животике. Надо заметить, делала она все очень вяло. Я, конечно, переживал, сможет ли она нормально перелинять. И вот карапакс, верхняя крышечка, отделился от головогруди уже на этом моменте. И, по идее, это было началом линьки, и паук должен был продолжить процесс. Но паук пролежал так 3 часа. Движения не было никакого, и я подумал, все, ребята, не смогла. В расстроенных чувствах выключил камеру и подумал, будь что будет. Не буду трогать паука сутки, а там все будет ясно. Подойдя к терру примерно через час, я увидел движение и понял, линька продолжается. Моей радости, конечно же, не было предела. Ну а теперь сам процесс линьки, ускоренный в несколько раз. Приятного просмотра!
Благо, все закончилось хорошо. И теперь паучок чувствует себя отлично и снова может лазить по стенкам террариума. Вывод. За каждым животным всегда стоит своя история. Любите и берегите животных, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. А теперь поставь лайк няше, если не сложно, конечно, и подпишись. Будет еще много интересных видео. Всем пока и удачи, ребята!